Почему не отключается холодильник? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Такая ситуация может возникнуть в холодильниках как новых, так и прослуживших не один год. Сразу определить точную причину не получится. Важно изучить особенности поломки, чтобы найти причину неисправности. Определение причины, почему холодильник работает без отключения, только первый этап. Главная сложность состоит в устранении проблемы, поэтому в большинстве случаев потребуется помощь мастера. Почему холодильник не отключается? Способы диагностики неполадок и варианты устранения рассмотрим в нашем видео. Выявление причин, которые приводят к тому, что холодильник не отключается, и их исправление. Причин, которые ведут к подобной поломке, множество. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них. Утечка хладагента из холодильного контура. Одна из самых часто встречающихся причин – утечка хладагента или неправильная заправка холодильника. К сожалению, без вызова мастера эту проблему не решить. Самая частая причина, поэтому стоит первой в перечне. Фреон может протекать как в новых, так и в старых моделях. Очень часто такую поломку можно диагностировать при внимательном осмотре. Трубки могут иметь трещины или элементы ржавчины. Отказ термореле из-за нарушения герметичности силиконной трубки. Термореле – очень чувствительный элемент холодильника. Если вы постоянно включаете охлаждение на максимум, то на нем может накопиться иней. И дальше срабатывает термозащита, и температура в холодильнике может резко падать. Работа производится мастером, который обязан настроить корректную работу по гарантии. На большинство моделей холодильника распространяется гарантия минимум 2 года. Нарушение целостности уплотнителя. Традиционная поломка старых холодильников. Когда соединительная резинка пересыхает, из-за этого нарушается герметичность охлаждающей камеры. Датчик дает команду компрессору, который пытается нагнать температуру до нужного уровня, но безуспешно. Неправильно выбранная температура. Очень часто причиной невыключения холодильника является неверно выбранная температура охлаждения. Ошибки работы термостата нередки. Рассмотрим правильное распределение температуры на полках. Самая нижняя полка плюс 7 градусов. Место под контейнером плюс 2. Средняя полка плюс 4. Верхняя часть плюс 7. Добавим, что в холодильной камере температура в целом не превышает 5 градусов Цельсия, что достаточно для снижения активности микробов и бактерий. Температура помещения слишком высока. Очень важно правильно установить холодильник. Согласно требованиям производителей большинства бытовых приборов, холодильник нельзя устанавливать вблизи печей и радиаторов отопления. В этом случае холодильник будет работать на максимальных оборотах, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение. Для адекватной работы холодильника обеспечьте его установку адекватными техническими зазорами. Камера функционирует в режиме суперзаморозки или ускоренного охлаждения. При выборе такого режима двигатель отключается через 8 часов, а при ручном управлении режим отключается только самостоятельно. Именно поэтому, если вы установите такой режим, выключить холодильник будет достаточно проблематично. Поломка компрессора – одна из часто встречающихся поломок – залипание контактов компрессора. Если такое произошло, компрессор холодильника будет работать на максимальных оборотах. Второй причиной неисправности может быть заклинивание, сгорание обмотки. Для решения проблемы придется менять мотор. Такую задачу может решить только мастер, который выполняет работу по следующей инструкции. Разборка холодильника, снятие старого и установка нового двигателя, закачка фреона в систему, запуск термодатчика, тестирование, пуск и наладка оборудования. Также компрессор может работать, но не выполнять свои функции, то есть не создавать нужного давления. Проблема диагностируется плохо, так как, чтобы понять, что произошло с устройством, нужно его разобрать. Кроме того, компрессор может выйти из строя из-за банального перегрева. Термостат вышел из строя. Очень часто при такой поломке идет существенное охлаждение продуктов в холодильной камере, их заморозка, а на изолирующих прокладках образуется конденсат. Второй путь сравнения номинальной мощности указывается в руководстве по эксплуатации и реального расхода электричества. Чаще всего этот параметр составляет 30 кВт в течение 30 дней. Поломки испарительных патрубков. Распространенной причиной, почему холодильник постоянно работает, является повреждение патрубков, а именно образование тромба. Причиной может быть дефицит смазки, накопление внутри грязи или перегрев. Еще одной причиной неправильной работы холодильника может быть выход из строя тена. Из-за этого на предохранителях и датчике оттаивания в холодильнике может появиться наледь. Для исправления поломки необходимо пригласить мастера, он проведет диагностику работы испарителей.
Засор капиллярных трубок. При этом в морозилке будет нарастать лед и иней. В холодильной камере при этом охлаждения практически нет. Так как термодатчик находится в основной камере, то и холодильник будет постоянно работать. Выход из строя вентилятора. Вентилятор – важнейший элемент охлаждения воздуха в холодильнике. Это помогает более эффективно охлаждать потоки воздуха и равномерно распределять их в холодильной камере. В случае поломки температура в камерах растет, и устройство вынуждено компенсировать этот недостаток. Мотор начинает работать без перерыва и быстро выходит из строя. Сбои в модуле управления. Современные модели холодильников снабжены модулем управления. Этот модуль автоматически применяет сценарий охлаждения, выбирая режим работы в зависимости от наполненности холодильного агрегата. Современное оборудование позволяет защитить систему от скачков напряжения. Дверца холодильника закрыта неплотно или нарушена целостность уплотнителя. Такую поломку можно встретить при неправильном креплении дверцы или некачественном креплении уплотнителей. В этом случае в холодильник поступает лишнее тепло, что мешает его корректной работе. Неправильная установка холодильника. Как мы уже замечали выше, ключевую роль в адекватной работе холодильника играет его правильная установка. Обязательно выровняйте площадку для установки холодильника, пользуйтесь уровнем. Для проверки правильности монтажа используйте строительный уровень или стакан с водой. Прочие неисправности. Проверьте корректность работы холодильника еще до покупки. При перевозке соблюдайте требования безопасности, не загружайте его полностью до отказа продуктами. Дайте ему войти в нормальный режим работы хотя бы за 24 часа. Важно понимать, что у разных холодильников температура срабатывания термостата в морозильной камере тоже разная. У одной модели она может быть минус 10 градусов, а у другой минус 15. Чем опасна непрерывная работа холодильника? Как уже говорилось выше, неправильная работа холодильника чревата износом его узлов. Важно вовремя найти и устранить неисправность до того, как агрегат будет выведен из строя. Вы можете нанести непоправимый вред прибору, игнорируя проявление проблемы. Если не устранить неисправность, двигатель перегревается и быстрее выходит из строя. При такой неисправности, в зависимости от марки или модели, холодильное оборудование может отслужить около 6 месяцев. Лучше всего осмотреть холодильник сразу же после его доставки. Вскройте короб и изучите целостность и герметичность упаковки, наличие всех систем. Если возникло подозрение о поломке, незамедлительно обратитесь к представителю продавца. Если вы не уверены, что сможете корректно установить и подключить прибор, обратитесь к специалистам. Желаю вам всем удачной покупки холодильника, а также долгой его работы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.